Энди Уорхол, что ж ты вьешься над моей головой? Я все равно буду отшучиваться. Какие бы ты серьезные вопросы ни задавал, Саш, я не умею на серьезные вопросы отвечать серьезно. На шутливые вопросы могу ответить вполне серьезно. Есть в Москве такой театральный музей Бахрушина, знаете, да? Вот у меня там была выставка, это государственный, естественно, музей. Мне директор говорит, давайте я вам дам театроведа, он напишет вступительную статью к каталогу. Я говорю, да не надо, я знаю, что они напишут, там, что гениальный художник, там, гениальный сценограф там, и так далее. Давайте я напишу стебовую биографию просто сам. Он говорит, ну пишите. В Одессе это была. Выставка называлась «Всегда на чеку», посвященная этим ребятам. Значит, я нарисовал две картинки. Одна, значит, была, знаете, такой есть Генрих Гросс, немецкий художник. Ну, так, да, ну вот в этой стилистике, ну, такие почти карикатуры, можно сказать. Сидит такой чувак, майор, значит, в погонах майора, у него перед лицом, ну, на столе лежит протокол, карандаш в руках, а за его спиной ходят люди в галифе по пояс голые, без голов и с дубинами в руках. И колючая проволока вокруг. Это первая картинка. Вторая картинка была, я сделал плакат к выставке «Всегда на чеку». Там стоял такой чувак на вышке, ну, на зэков охране, двуликий Янус. У него два профиля было в разные стороны повернуто, он смотрел в разные стороны. И ружье такое с поворотами. И написал «Всегда на чеку», там, «Слава советским чекистам». Там, и отнес это на выставку, на худсовет. Не прошло и 10 минут, как приехали гибисты и забрали эти картинки. Меня нет. У меня была сестра покойная, к сожалению. Она погибла там, когда ей было 31 год. И она старше меня была, сестра, на 1,5 года, это двоюродная, не родная. Но мы с ней были очень близки, так, и она училась в художественной школе. Я просто собезьяничал в чистом виде, потому что она ходила, я решил, что мне тоже надо. Я пошел сам, причем, ну тогда мы были гораздо более самостоятельные, чем нынешние дети, да? Сейчас же без родителей никто никуда не ходит. А я пошел, мне было 9 лет, я пошел сам в художественную школу, собрал документы, подал, да, сдал экзамен и поступил. Пришел, маму поставил перед фактом. Хотел в цирк, меня не взяли, сказали, что у меня с координацией. Попросили сделать сальто, я упал на спину, сказали свободен. После этого я решил стать художником, потому что в живых остались только руки. И меня выгоняли из училища в Одессе 3 раза. 3. В результате последний раз меня выгнали из училища за то, что я сказал, что я не люблю Репина. Это хороший повод, чтобы выгнать человека из училища с 4-го курса, с последнего. Но самое смешное не в этом. Моя мама выплакала у директора, и меня перевели в Кишинев в училище имени Репина. Это самая смешная история. Так что, и я там написал, что если, в этой биографии, что если бы не моя мама,
то она выплакала, чтобы я закупил. Потом она еще мне капала на мозги, я хотел из института уходить. Если бы не она, я бы точно ушел. Потому что там была такая, ну, такой Освенцим для студентов специально. И я написал в биографии, что если бы не моя мама, может быть, я бы сейчас был бы банкиром, плавал бы по Средиземному морю на своей яхте с брюнеткой, блондинкой и рыжей. А так мне приходится вот быть по пояс в краске. И ничего нет, ни яхты, ни брюнетки, ни блондинки, ни рыжей. Я уже учился в Питере и жил там, а потом я переехал в Москву, потому что моя жена отправила сына к родителям своим в Москву. Я следом за ним переехал. Филипп, давай, а то правда закроется, все, ты потом будешь поздно ночью. Давай, поешь и вали отсюда. Слышишь? Герасим. Я просто скучал очень. Я отсюда уехал именно поэтому, потому что она его увезла, ну, как бы, мы приехали, она через 4 месяца его увезла обратно. И я 3 года здесь тусил, и потом не выдержал и вернулся. Ну, 93-й год я вернулся. Это смешная история, он был маленький, еще ему там было, ну, лет 7, наверное, 6-8, не помню. И в Москве было такое, раз в 2 года арт-манеж назывался. Ну, в манеже там много галерей, ну, вы, наверное, бывали, да? И я там выставлялся вот у этого Нового Мироновича Олева, моего друга. И Филипп пришел, мой сын, значит, на выставку, и он как бы был уверен, что все будут стоять и смотреть на мои картины. Все, кто приходит на выставку, что они, собственно, для этого и пришли. А они как бы, ну, кто-то останавливался, кто-то проходил мимо, кто-то вообще даже не смотрел в эту сторону. И он стоит такой, Филя, грустный такой, к нему Новый Миронович подходит, гладит его по голове и говорит: Филипп, ты не расстраивайся. Лет через 20, когда папа умрет, ты будешь очень богатым человеком. На что Филя сделал паузу и сказал: я не могу так долго ждать. Филя, ты что пришел снимать, скажи мне честно? Нет, ну на самом деле натюрморт. Нет, ну, натюрморт тоже. точно. Снимай натюрморт. Я что, у тебя натюрморт? Я пока еще живой, между прочим. Подожди немножко, снимешь натюрморт сам. Когда всех там опросили, они вызвали меня. А идея была, значит, такая, что, ну, как бы провинился, значит, должен с нами сотрудничать. Это была основная мысль. Я прикинулся дурачком, что я не понимаю. То есть меня вызвали, и когда я шел в кабинет туда, ну, это в Одессе было, в ЧК, и там лестница такая парадная, на парадной лестнице портрет Дзержинского висит большой. Ну и прошли, значит, я пришел в кабинет, они играют в игру хороший следователь, плохой следователь. Ну, как обычно, 2 следователя. Один все время говорит: я тебя сейчас по стенке размажу, а второй говорит: ну, перестань, ну, сейчас он нам все... Он нормальный парень, там, Сашок он меня называл, ну, все как-то. Короче, да, значит, он мне говорит, этот, который как бы хороший следователь, он мне говорит: ну, Сашок, ты же понимаешь, что ты провинился, что ты неправильно себя вел.
Я говорю, да, конечно, понимаю. Он говорит, ну надо же скупить свою вину. Вот что ты можешь для нас сделать, он мне говорит. Я прикинулся дурачком, говорю, знаете, я вот когда шел к вам, там висит портрет Дзержинского, хотите, я вам другой напишу? Это чувак, который злой, он полез на стенку просто, вот просто полез на стенку, реально. Он стал красный, пунцовый. Ой, да я не знаю. Но я, в принципе, я себя всегда ощущал свободным человеком. У меня была очень смешная, тоже могу рассказать, история, когда я учился в училище еще в художественном, в Одессе. Я не помню, то ли первый, то ли второй курс, ну совсем пацан, там 17 лет, 18. И мне надо было для военкомата характеристику. Ну, там предпризывной возраст, там какие-то, фиг знает, для чего им это надо было делать. Как будто, если плохая характеристика, тебя не возьмут в армию, или наоборот. Ну, в общем, короче, я прихожу к директору и говорю, Василий Петрович, мне нужна характеристика военкомата. Говорит, приходи завтра, заберешь у секретаря. Я прихожу на следующий день, мне дает секретарь, ну, лист бумаги, а там, знаете, вы когда-нибудь видели, я не знаю, вы уже в другое время выросли, как в советские времена, характеристики там, вот. Ну, там такая шапка, как бы, вот, как заявление ты пишешь, там, от такого-то, такого-то, там, проживающего, тоже так же, там, фамилия, имя, отчество, года рождения, дата рождения, студент, проживающий по такому-то адресу, студент такого-то курса, такого-то факультета, в общем, большая-большая шапка, не член профсоюза, не член не ВЛКСМ, там, никогда, только в Пионерии был, последняя организация, в которой я состоял, советская. И, ну, в общем, это большая шапка, потом написано «характеристика». И одно слово «анархист». Подпись «директор Соколов». Моя мама, когда увидела, она аж при Сталине жила, она насмерть испугалась просто, она порвала. Я говорю, вот если бы ты мне порвала, я там сейчас висела бы в музее Бахрушина, в театральном, в экспозиции. Вон, смотри, там змей летает красиво. Ну давай, спрашивай, пока не стемнело. Что-нибудь про женщин спроси. Что такое искусство? О, Господи, ничего себе банальный вопрос. Это вам придется снимать, наверное, серии 15 в таком случае, если я начну на эту тему разговаривать. Я очень просто отвечу, не знаю. Ну, это вопрос к искусствоведам, не к художнику. Ну, слушайте, это чисто, вот я, ну, как бы, я могу определить. Другое дело, что я, может быть, не могу сформулировать это словами, но определить я могу. Я, как бы, вот я захожу на выставку, я практически сразу понимаю, или на спектакль, или фильм какой-то смотрю, я понимаю, это искусство или не искусство. Может, это не скромно прозвучит с моей стороны, но это чисто интуитивные вещи. Я вот сформулировать, вот искусствоведы, они бы вам сейчас раскрали бы на полчаса, да, что есть искусство, что есть не искусство и так далее. А я, ну, как бы, как большинство художников, на это интуитивно. Ну, там есть, безусловно, как это что-то от мозгов, да, что-то от эмоций. Ну, от мозгов, ну, ты понимаешь, да, где человек умеет, что-то не умеет, да, как он владеет ремеслом и так далее и тому подобное. А эмоционально, ну, если это работает, вот для меня, например, вот что касается театра, допустим, если меня не цепляет эмоционально, все, там как бы это мастерски не было сделано, мне это скучно. Вот и все. Вот когда не скучно, тогда искусство. Когда еще Александр Александрович Блок когда-то формулировал, что такое поэзия, что есть форма, есть содержание, есть что-то третье, что и называется поэзией. Но он словами это не назвал.
как это сказать, ну, может, это такое самоуничижение, но и подумают, что я кокетничаю, наверное, скорее всего, да. Но я не в восторге от того, что я делаю, вот что касается живописи. Я же все-таки не настоящий художник, я театральный художник, поэтому это сильно отличается от живописцев. Это живописцы, ну как, ну за исключением, конечно, гениев и очень талантливых, ну такие среднестатистические живописцы, скажем так, они находят свою как бы тему или свою манеру какую-то и всю жизнь вот фигачат это, как бы это называется почему-то лицо. Я не знаю почему, но мне кажется, что это скучно одно и то же писать. Мне и так скучно, я стараюсь как бы разнообразить, но мне все равно скучно. К моему сожалению, я не могу оторваться от театра, поэтому в работах, которые я пишу на холсте, это многие видят это влияние. И это не есть хорошо для живописи, на мой взгляд, потому что ну, живопись не про рассказ, да? Должна быть хорошая. Розовый капот из бумазейки бросает в пот склонившуюся плешь. Над самой головой насвистывает чижик. Хоть птичка Божия не кушал с утра, на блюдце киснет одинокий рыжик. Но водка выпита до капельки вчера. Живопись это, если так в двух словах сформулировать, живопись это цвет, линия, ритмы и все. А сюжеты это уже не знаю, театр, литература, да? Если появляются сюжеты, это уже немножко к другой области. Ну, то есть вот чистый художник, условно говоря, там, Кандинский, допустим, хотя я не могу сказать, что я там страшный поклонник Кандинского, или Малевич, предположим. Да? Это вот в чистом виде художника, вот, как бы, чистое искусство, если можно так сказать. Хотя, ну, я не знаю, это очень сложно на самом деле определить, сформулировать. Я вижу свои грехи в этом смысле. Некоторые мне ставят это в заслугу, хотя вот если вы помните на закрытии такая Марина Вершинина, да, выступала, да, по поводу, как раз она по этому поводу говорила, что Саша театральный художник, и это видно во всех его картинах, что видна история, там есть там завязка, развязка, там, и так далее и тому подобное. Ну, то есть она думает, что она мне комплимент делает, на самом деле, а на мой взгляд, это минус мой. Не правда ли странно? Какие-то люди звонили, какие-то люди входили, боясь, что кого-нибудь плюхну. Я бегал тихонько на кухню и плакал за вьюшкою грязной над жизнью своей безобразной. Я когда-то, когда только сюда приехал, я работал, тут есть такая театральная школа в Рамадгане, Бэйт-Цви называется. Это, ну, она как институт, и они там начинают ставить, у них другая система обучения, они с первого курса, там актеры с профессиональными режиссерами и художниками делают спектакль. И мы делали, там есть такой Жан Жене, такой, знаете,
У него есть такая пьеса «Служанки» называется. Она знаменитая, когда-то вот Виктюк ее ставил. И там, значит, ну, служанки, которые в финале, значит, душат свою хозяйку. А там, ну, студенческие, как бы, дела, там надо все, чтобы было дешево, почти бесплатно. И я придумал там 3 такие тряпки большие, ну, так как пьеса французская, соответственно, красную, белую и синюю. И в финале, когда они ее душат, служанки, они ее заворачивали в эту красную тряпку и душили этой тряпкой. А есть такой простой очень фокус, на самом деле, световой, когда ты светишь на красное зеленым светом, она становится черная на глазах у зрителей. И они начинали ее душить красной, как бы кровавой, да, тряпкой, и постепенно она превращалась в черную, в траурную. Был дикий восторг в зале. Просто вопили от восторга. Хотя на самом деле это достаточно простая штука. Еврейская тема. Не моя любимая. Все равно стена плача. Когда я приехал первый раз, ну, то тогда же не было интернета, и приходилось ходить с картинками, с фотографиями по галереям. Я ходил по галереям, и большинство говорили, что надо рисовать прохим парпарим. Знаете, что это? Бабочек и цветы. А еще по случаю, что нужно, что не нужно, у меня была когда-то галерея, в которой я выставлялся, в Сан-Франциско. Там такая тетка русская, ну, из Питера. И одна из первых работ, я там ей отослал, написал. У меня была целая серия, такие поварихи там с ножами, с большими ножами, большие поварихи, там какие-то мясо там или рыба, неважно. И она, значит, получила эту работу, ну, я в DHL отослал. Получила и пишет мне, тогда не было еще электронной почты, не было мобильных. И она мне пишет, по факсу присылает. Что ты написал, что ты мне прислал? Да это американцы никогда в жизни не купят, это же баба с ножом большим. Ты что вообще? Я ответил 2 слова, fax you. В общем, я к чему рассказываю. Прошло буквально 4 дня. Она звонит мне на домашний, со своего домашнего, звонит мне на домашний и говорит: Саша, напиши еще что-нибудь на эту тему. Я ее продала, эту работу. Поэтому это же никто не знает, это непредсказуемо. Хотя в Израиле предсказуемо вполне. Но здесь прохим парпарим и все. Ну, в общем, они меня там фоловали, это длинная история. Потом они пришли, значит, ко мне в мастерскую с обыском. Там странно, что не подкинули наркотики, но якобы это БХСС, они проверяют, что я там брал в худфонде там какие-то краски, ну, как бы нет ли растраты. И был этот чувак, который хороший следователь, как бы, среди них. И я к нему подошел, но я наглый был, конечно, молодой, я бы сейчас в жизни такого не сделал. И я ему говорю: а что, вас понизили, вы теперь в АПХСС работаете? Спросил я у него. Он, ни слова не говоря, достает повестку в КГБ и дает мне. И я, ни слова не говоря, у него на глазах делаю вот так, с повесткой. И кидаю ему под ноги. Блин, ну это было последнее мое выступление. После чего они мне подстроили драку просто. Еще хотели приписать мне попытку к изнасилованию, но это, слава богу, не прошло. Он сидел, чувак этот, который якобы добрый следователь, он сидел в суде всю неделю. Неделю шел суд по статье хулиганства, что не бывает вообще в природе. Это максимум там 2-3 часа, да, обычно. Он сидел и мне подмигивал все время. Типа, ты ж понял, да? Ты понял? Да, с нами не надо шутить.
Сначала был литейный цех, значит, и в литейном цехе, там, значит, чтобы ты понимал, значит, ковш с металлом вместе весит 50 килограмм. Ну, то есть надо набрать металл, залить там в форму, потом подождать, пока это остынет. Ну, там вода, все это. Ну, я уже не помню, это давно было. Ковш я этот поднимал с большим трудом, как ты понимаешь. Потом, когда они поняли, что от меня толку нету, они меня перевели в слесарный, значит, цех, где надо было крутить резьбу на гайке. Значит, норма была 1000 штук, чтобы ты понял. По-моему, 1000, я уже не помню сейчас. Это нереально, это просто нереально. Это не, ну, там вот эта вот хреновина, я не знаю, как она называется, которая нарезает резьбу. И вот ты ее крутишь, потом следующую зажимаешь в тиски, крутишь. И потом я ночью тоже крутил во сне. Вот продолжался процесс. Я так ни разу, по-моему, норму и не выполнил, мне кажется. Там могут быть какие-то наказания за то, что ты не делаешь норму, там, в том числе и ШИЗО, не исключено. Пага там кормили вот этим говнищем 3 раза в день. Я уже даже не помню, что там было. Но жрал, а куда денешься? Голод не тетка. Я первые 2 дня в СИЗО не ел вообще. Но вот когда закрыли, я не ел, потому что когда это приносили, это надо было противогаз надевать сразу. А потом, ну а куда денешься? Да? Сожрешь все, что угодно. О, да. Да, опыт, да, это опыт. Тогда я жалел, естественно, сейчас я не жалею. Главное, что я со всех сторон побывал. Я служил во внутренних войсках, охранял зэков, а потом меня охраняли. Я был и с той, и с другой стороны забора. Мы же все живем как бы с ощущением, вот там кого-то сажают, там, условно говоря, да, кого-то убивают, там, я не знаю, кто-то. А нам, как всегда, кажется, вот наше ощущение, что нас это не коснется никогда. Да? Потом, когда вдруг, да, эта пословица знаменитая «тюрьмы от сумы не зарекайся», вдруг она становится реальностью, то ты понимаешь, что нифига, оказывается, может быть и такое. Не, да я всегда был анархист, и сейчас анархист до сих пор, несмотря на свой преклонный возраст. Может, это со стороны и смешно выглядит, но вот я считаю, что, ну, как бы, ну, моя анархия распространяется до момента, когда это никого не задевает. Я стараюсь, во всяком случае, так делать. Поэтому... Ну, свобода, ну вот, слушай, я когда начинаю иногда там себе, там, ну, как все мы, да, там, ой, как все хреново, вообще жизнь не удалась, ну, там, всякую такую фигню. А потом в какой-то момент я думаю о том, что я всю жизнь занимаюсь тем, что мне нравится, да, делаю то, что мне нравится. И никогда у меня никаких начальников не было, ну, кроме тюрьмы и армии, да, там, до 2 момента. У меня, например, когда спрашивают, там, ну, это всякие бабушки очень любят спрашивать, а про что это, а что вы хотели этим сказать. Это, ну, как это объяснить? Это невозможно объяснить, во-первых, но у меня готовый ответ есть. Я говорю, считайте, что автор умер, думайте сами. Все. Как бы это самый лучший ответ. Я дерусь, потому что я дерусь, да. Ну, можно то же самое сказать и про... Я пишу, потому что я пишу, я рисую, потому что я рисую, и так далее. А все остальное это уже не твое дело, на самом деле. Это уже не тебе определять.
что главное, что не главное. Все, вопросы кончились? Да? Enough? It's enough? Это просто покурить. Давай. Не пошли бы вы нахер отсюда, а? Ребят? Ну, спрашивай что-нибудь. А то я уже выговорил.